Добрый день, друзья! С вами Лис. Давно я уже не делал ролики, потому что, несколько был занят, был в отъезде, поэтому прошу вас прощения, кому интересны мои ролики. И на данный момент я хотел бы немножко отвлечься от темы советского кино, и сегодня хотелось бы мне поговорить об известном актере, который ушел из жизни в прошлом году, 31 октября. Это Шон Коннери. Я думаю, наиболее известен он по фильмам знаменитого Яна Флеминга «Джеймс Бонд». Шон Коннери снялся в 7 фильмах о Джеймсе Бонде. Эти фильмы «Доктор Но», «Живешь только дважды», «Бриллианты навсегда», «Никогда не говори никогда» и так далее. За всю карьеру Шон Коннери сыграл около 70 фильмов. Шон Коннери начал сниматься в небольших театральных и телевизионных постановках до роли Джеймса Бонда, которая стала для него настоящим выстрелом. Эта роль принесла ему всемирную известность. Хотя эта известность, ему не очень она нравилась, поскольку он закадровое внимание не очень любил, но тем не менее этого ему, как говорится, было не избежать. И после этих замечательных ролей Джеймса Бонда его начали приглашать известные режиссеры, такие как Хичкок, Джо Хьюстон. Один из самых знаменитых фильмов актера был Марни. Такие фильмы, как «Холм», «Убийство в Восточном экспрессе», известнейший фильм. В фильме «Горец» тоже очень яркая роль. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» – это фильм, я думаю, он не менее знаменит, точнее, как и Джеймс Бонд. Но он был снят уже, когда Шон Коннери был, более, так скажем, в годах. И это очень яркая роль, я думаю, со мной все согласятся. Также фильм «Охота за Красным Октябрем». Замечательнейшая роль Шона Коннери, который сыграл капитана подводной лодки и так далее. Фильм «Скала». Также знаменитейший фильм, я думаю, тоже любители западного кино, я думаю, его, конечно, знают, этот прекрасный фильм. За достижения в фильмах он был отмечен премией «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана, кстати. А в 1987 году Шон Коннери даже был назначен кавалером Ордена Искусства и Литературы во Франции. Также в 1999 году он получил премию Центра Кеннеди. Коннери был посвящен в рыцари в 2000 году за заслуги в области кинодраматургии. Томас Шон Коннери был назван Томасом в честь своего деда. Родился в 1930 году. Изначально, до, так скажем, его кинокарьеры и вообще актерской карьеры, в 1951 году Коннери устроился на работу в Эдинбургский Королевский театр. А уже в 1953 году принял участие в конкурсе культуристов «Мистер Вселенная» и занял в своем движении 3-е место. Поднимите руки, кто об этом не знал, что он занимался культуризмом. И даже занимал, как видите, призовые места. Справедливости ради надо сказать, что в возрасте 59 лет Шон Коннери стал самым известным пожилым актером, которого журнал People когда-либо удостаивал титулом секс-символа. Кстати, актер воспринял эту новость без особого энтузиазма, и он говорил: «Все это приходящее, скоро меня скинут отсюда более молодые и красивые парни». Но ровно через 10 лет, в 1999 году, тот же журнал, проводя итоги прошедшего столетия, назвал Шона Коннери самым сексуальным мужчиной 20 века. И, конечно же, настоящая популярность пришла к Томасу Шону Коннери после того, как мы уже упоминали с вами, он снялся в первых 5 фильмах о секретном агенте Джеймсе Бонде. После чего последовал небольшой перерыв. В роли Бонда снялся Джордж Лэзенби. Фильм получился провальным. В основном критиковали самого Лэзенби. Поклонники Бондиады требовали вернуть Шона Коннери. И в 1971 году в фильме «Бриллианты навсегда» Шон Коннери вернулся. После этого было принято решение не возвращать актера в Бондиану, так как на тот момент ему уже было 41 год. На роль Бонда взяли нового актера Роджера Мура. Вы тоже, наверное, я думаю, знаете и видели фильмы о Бонде с этим актером. А в 1969 году Шон Коннери исполнил ключевую роль путешественника Роля Амундсена в совместном советско-итальянском фильме «Красная палатка». Владимир Высоцкий посвятил Коннери песню про Джеймса Бонда, агента 007, которую написал после приезда актера на съемки ленты. В 1988 году Шон Коннери стал лауреатом премии «Оскар» за роль Джима Мэллоуэна в криминальной драме Брайана де Пальмы «Неприкасаемые». Год спустя он появился в приключенческом фильме «Индиана Джонс. Последний крестовый поход», где сыграл профессора Генри Джонса.
отца главного героя, которого играл Гаррисон Форд, продолжал активно сниматься в 90-е годы. В частности, исполнил роли Ричарда «Львиное сердце» в фильме «Робин Гуд. Принц воров», короля Артура в фильме «Первый рыцарь» и так далее. В 1996 году Коннери получил почетный «Золотой глобус» за вклад в киноискусство, а спустя 2 года аналогичную премию. Ну и самое последнее появление Шона Коннери в кино стал такой супергеройский фильм режиссера Стивена Норрингтона «Лига выдающихся джентльменов». Я думаю, вы тоже его видели. Там актеру было 72 года. Фильм собрал неплохую кассу, но получил негативные отзывы критиков. И съемки были неудачные, сложные. Это подтолкнуло Шона Коннери к уходу из кино. И в 2006 году, во время получения награды за достижения в карьере, Шон Коннери подтвердил о своем завершении кинокарьеры. Также в жизни Шона Коннери было немного и политики. Будучи сторонником независимости страны от Англии, Шон Коннери являлся активным членом Шотландской национальной партии. В марте 2014 года Коннери заявил, что вернется в родную страну, только если она обретет независимость. Шон Коннери был женат на австралийской актрисе Дайан Силента. Они состояли в браке с 6 декабря 1962 года по 1973 год. От этого брака у актера родился сын, который впоследствии стал успешным киноактером Джейсон Коннери. В 1997 году у Коннери появился внук Дэшел Куин Коннери, сын Джейсона. Но это был не единственный брак Шона Коннери. Второй брак французской художницей, которая была старше мужа на 1 год. Свадьба состоялась в 1975-м. Общих детей у них не было. Кстати, будучи любителем гольфа, актер владел огромным полем для этой игры. Также он увлекался карате и имел по стилю кёкусинкай стиль карате. Он имел первый дан. Получил его в 1966 году. В последние годы Шон Коннери, как утверждают, страдал якобы от деменции. Это некий такой болезнь, так скажем, слабоумия. Умер он во сне 31 октября 2020 года, на 91 году жизни. А причиной смерти стали пневмония и сердечная недостаточность. Ну вот, собственно, и все. Все, что можно вкратце рассказать об этом замечательном актере Томасе Шоне Коннери. На этом я с вами, друзья, прощаюсь. Всего вам доброго. Не забывайте ставить лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Мира вам, любви и терпения. Пока-пока.